Я ехал по старой дороге в тот самый день, когда небо казалось сплошной пластиной холодного свинца, а снег падал так плотно, будто время само замедлило шаг. Ранние утренние часы были пустыми. Только редкие машины прокладывали серебристые следы на белой дороге, и каждое их движение отдавало хрустом и скрипом замерзшего мира. До этого утра я редко выбирал эту дорогу. Слишком много воспоминаний связывало ее с теми днями, когда я еще водил жену на обследование и слушал ее тихие разговоры. Но сейчас, под давлением зимней пустоты и безмолвной грусти, я свернул на нее снова. Возможно, это была попытка встретиться с прошлым лицом к лицу, может быть, просто бессмысленный жест. Или инстинкт, который еще хранил в себе кусочек того, кем я был прежде. Ветер гнал по стеклу снежную пыль так, что фары дробили ее на искры, и на некоторое время мир выглядел как одно бесконечное белое полотно. Я медлил не потому, что боялся дороги, а потому, что где-то внутри что-то спрашивало меня, стоит ли возвращаться в прошлое. Но в тот самый момент, когда мне захотелось свернуть в другую сторону, я услышал слабый звук, тонкий, почти неуловимый крик. Он пронзил метель как игла и заставил меня остановиться у фонарного столба, где на снегу лежало нечто маленькое и теплое, но так сдавлено холодом, что казалось, вот-вот растает под ногами. У фонарного столба на ржавой цепи лежала желтая кошка. Кости проступали под редкой шерстью, лапа была вывернута нелепо, по ней текла темная лента засохшей крови. Ее глаза, мокрые, большие, запуганные, смотрели куда-то поверх моих плеч, и там внутри взгляда был тот самый знакомый зов, который я узнал бы в любой толпе. Просьба о неотложной помощи, молчаливая мольба остановить бег времени и дать шанс. Рядом в старой картонной коробке лежали 3 крошечных комка шерсти. Котята, согнувшиеся в позе выживших с носиками синеватого оттенка от холода. Прохожие шли мимо, кто-то включал камеру телефона, кто-то бросил короткий взгляд и прошел дальше. Мне казалось, что мир стал бессердечнее, чем я его помню, потому что даже в таком месте, когда каждая секунда могла решить чью-то судьбу, большинство выбирало зрелище над участием. Взгляд матери направился на меня, и в нем было столько доверия и ужаса одновременно, что лезвие воспоминаний прорезало мне грудь. Я узнал этот взгляд, тот же, что оставила мне жена в последние часы. Это было не просто жалостливое изображение живого существа, это была просьба, обращенная прямо ко мне. И в это мгновение я понял, не могу проехать мимо. Я опустился на колено. Мороз щипал кожу и больно дергал пальцы, но руки работали ровно, как будто знали, чего ждать. Цепь вросла в шею кошки, и каждый щелчок, когда я развязывал ржавые звенья, отдавался эхом в тишине. Она вздрогнула, но не вырывалась. Сила была почти исчерпана, и доверие, казалось, стало ее последним ресурсом. Я нашел в багажнике тот самый шарф жены, остаток прошлой жизни, который я так и не смог выбросить после похорон. Он пахнул ею, смесь старой шерсти и памяти. Я осторожно завернул мать и прижал к ее телу 3 котят, как будто мог переправить через ткань часть своего тепла и своей воли к жизни. Машина стала миниатюрным убежищем. Я включил печку, направил весь жар туда, где было самое тонкое дыхание. Воздух в салоне наполнился парой теплых вздохов. Их легкие начали сгибаться, как упругие нити, которые вдруг зашевелились от тепла. Я глядел на часы и видел, как минуты ускользают от меня вместе с моими планами на прием у кардиолога. Это казалось пустяком в сравнении с тем, что происходило на заднем сиденье. Ветер был за стеклом, но внутри было место для другой, живой борьбы. И я не мог позволить этой борьбе кончиться здесь, под фонарем, в людском равнодушии. Дорога до приюта была опасной. Машина заносила, колеса рыскали по тонкой ледяной корке, и я едва держал курс. Но чем дальше мы ехали, тем громче внутри меня росло чувство, что если я остановлюсь, все они умрут. На одном из поворотов коробка с котятами опрокинулась, и 2 малыша выкатились на пол.
Я нажал тормоз и выскочил, голова кружилась от ветра, руки дрожали, но я поднял их, прижимая к себе так сильно, как только мог. Один из котят не дышал. Его тело было словно кусочек льда, холодный и неподвижный. Я стал его растирать, согревать у сердца, дышать в лапки, как учили в экстренных инструкциях в ветклиниках, и молиться, слов не подбирая. Когда он, наконец, издал слабый звук, это прозвучало для меня как колокол, возвещающий о начале новой жизни. В клинике работали быстро. Доктор Мур с седыми волосами и глазами, в которых жил опыт многих зим и многих спасенных судеб, взял животных и ввел меня в комнату ожидания. Там, сидя на пластиковой скамье, я чувствовал, как мои пальцы еще пахнут кровью и шерстью. И в этом запахе была одновременно и утрата, и надежда. Я понимал, что мои собственные обломки души теперь как будто склеивались обратно маленькими прикосновениями жизни. Ночь в клинике растянулась длиннее часов на часах. Свет был белым, постоянным, и тиканье часов казалось аккомпанементом чьего-то дыхания. Я не выходил на улицу. Оставался, слушая слабые звуки из теплой комнаты, где под лампами грелись маленькие тела. Время от времени к окну подходил доктор и тихо докладывал о состоянии. У матери сломанная лапа и переохлаждение, у одного котенка зрачий критически низкий пульс. Мне показалось, что вся клиника – это остров человеческой заботы в океане равнодушия снаружи. Я говорил с ними вслух, может быть, чтобы себя утешить, а может быть и потому, что верил, что голос может быть еще одним источником тепла. Рассказывал о моей жене, о том, как мы жили, о том, как однажды сажали цветы на веранде, и о маленьких вещах, которые делают дом домом. Бессмысленно и вместе с тем необходимо. Порой слова лечат не меньше, чем лекарства. Постепенно, едва заметно, пульс одного из котят поднялся, затем дыхание стало чаще, глаза начали моргать, и это крошечное движение как бы пронзило меня насквозь. Если они отхватили этот шанс, значит и мне дается еще один. Утро принесло шаткую радость. 2 котенка начали пить из шприца и реагировать на прикосновения, их тела стали более упругими, а температура будет чуть выше. Мать открывала глаза все чаще, она была измучена, ее дыхание было прерывистым, но в ней оставался этот инстинкт, поиск и забота о потомстве. Доктор Мур объяснял, что операция может потребоваться, если инфекция в ноге окажется глубокой, но сначала нужно вывести их из шокового состояния и согреть. Его слова были спокойными, но в них чувствовалась суровая правда. Все могло измениться в любую минуту, и от моей готовности помогать зависела дальнейшая судьба. Я сидел у стекла и видел, как мать осторожно тянет лапу к маленьким, как лизнет картон там, где лежит самый слабый. И это было сродни молитве, услышанной и ответившей. Когда одна из медсестер наконец принесла темный горячий кофе, я понял, что уже не помню, как давно пил что-то горячее. Кофе был холодным на вкус, но он согревал больше, чем ладони. Это было тепло причастности к живому. Дни сменялись ночами, и жизнь в клинике становилась умеренно предсказуемой. Кормление через шприц, проверка температуры, легкие повязки и разговоры с ветеринарами о возможностях. Один из самых сильных уроков, который я услышал в те ночи, заключался в простой фразе доктора: «Иногда все, что нужно, это кто-то, кто не уйдет». Эта мысль легла в меня как семя. Я вдруг почувствовал, что мое присутствие на самом деле имеет вес, и что, оставаясь рядом, я не просто наблюдаю, я участвую в акте спасения. Когда котята начали отвечать на прикосновения, потихоньку шевелясь и сосая предложенную смесь, внутри меня образовалось тихое тепло. Мать, чьи глаза все еще были полны боли, вдруг зашевелила хвостом, прижала к телу один из малышей, и я развел руки. Это был знак доверия, медленный мост, перекинутый между чужим существом и мной. Через несколько дней доктор сказал, что операция проведена, инфекцию удалось удалить, нога залечена, и теперь все зависит от тщательного ухода и времени. В глазах его была усталость, но и облегчение. Он положил руку мне на плечо и тихо произнес имя. «У тебя есть шанс».
— сказал он. «Дайте ей причину жить». Эти слова застряли в моей голове как приказ и как обещание одновременно. Я взял их домой, потому что было ясно. Этот дом, который годами жил в молчании, нуждался в том, чтобы снова стать жилищем для живого дыхания. Путь назад был коротким, но каждый поворот казался мне важным. Я держал шарф жены на коленях, а в салоне плетеная коробка с котятами, да? И мне казалось, что эти существа уже привязаны ко мне не только физически, но и чем-то глубже, надеждой и взаимной потребностью. Вернувшись в хижину, я устроил гнездо у камина из старых одеял и покрывал. Там, где раньше был пустой угол, теперь лежали мягкие тела, и я впервые за долгие месяцы почувствовал, как дом снова начинает дышать. Материнская забота возвращалась потихоньку. Кошка приходила в себя, начала осторожно двигаться по дому, обнюхивать углы, тихо вздыхать и прижимать к себе котят. Их маленькие щелчки и шорохи суетились вокруг, и я понял — это не просто шум, это ритм новой жизни. Ночи стали насыщены кормлением каждые несколько часов, сменой повязок, санитарной тщательностью и бесконечными разговорами вслух. Я рассказывал им о том, как выглядела весна в нашем саду, о запахах, о голосе жены, и все это звучало внутри меня как заговор против пустоты. Иногда я думал, что это сумасшествие — разговаривать с животными, но затем видел, как котята в ответ успокаиваются, и понимал, что голос помогает им так же, как и мне. Были и страшные ночи. Однажды огонь в камине погас, и один из котят, по всей видимости, замерз в самый холодный участок ночи. Я доставал его, прижимал к себе, рвал на части шарф, грел его у сердца. Минуты растягивались до часов, а мысли скатывались в знакомый водоворот. «Не снова, не сейчас, пожалуйста». Он был неподвижен, лицо белело от холода, и я, кажется, сделал все, что было в моих силах, массировал грудь, дышал в рот, снова и снова молился. Когда он едва-едва издал хилый звук и стал шевелиться, то это ощущалось как второе рождение. Не только для него, но и для меня. Материнская реакция была немедленной. Кошка прижала его к себе, охраняла, облизывала. И, кажется, за счет этого обрела силы сама. Эти моменты были похожи на экзамены, когда и твоя готовность к борьбе проверяется на прочность. Я чувствовал, что во многом учусь заново, как держать, как греть, как не поддаваться отчаянию. Тем не менее, через некоторое время возникла новая угроза. Воспаление в ноге матери оказалось серьезнее, чем казалось сначала. Доктор позвонил и сказал, что нужно вновь приехать и, возможно, оперировать. Инфекция шла глубже и требовала вмешательства. Я оказался на распутье эмоций. Знакомое ощущение ужаса у дверей операционной, память о бессилии у больничного окна, где когда-то я стоял возле жены, все возвращалось с пугающей ясностью, но в этот раз страх был смешан с решимостью, я не мог снова пассивно ждать развязки. Я завез их в ветеринарную клинику, видел, как врачи готовят операционную, слышал шаги ассистентов и видел, как они закрывают за собой дверь. Та самая дверь, за которой решалась судьба. Когда дверца открылась, доктор Мур снял маску и сказал: «Она стабильна. Мы удалили инфекцию, но восстановление будет долгим». В этот миг я словно вдохнул впервые за долгие месяцы. Не потому, что все стало идеально, а потому, что шанс продолжал существовать. Вернувшись домой с бинтованной лапой и набором лекарств, я знал, что начинается самая трудная часть — уход и забота, долгие ночи у камина, кормление по расписанию и бесконечное наблюдение. Я стал учиться, как правильно делать инъекции, как менять повязки, как делать теплые компрессы. Я записывал режим кормлений и измерял температуру. И главное, я говорил с ними, называя по именам. Мать стала Санни, котята — Надеждой, Верой и Чудом. Их имена были не просто звуками, это были образы, маячки, которые помогали мне не скатиться обратно в пустоту. Дом наполнился новым ритмом жизни. По утрам в кухне слышались шаги, по вечерам тихие лапки у печки, а ночью равномерное дыхание под одеялом.
Мое сердце, давно тонувшее в серых воспоминаниях, постепенно начало отзываться на эти звуки, и я впервые за годы обнаружил в себе улыбку, вырывающуюся сама собой при виде, как один из котят неожиданно запутывается в старом валенке. Прошел год с той зимней утренней метели, и многое изменилось. Саня была уже совсем другой. Она по-прежнему хромала в холод, но ее повадки стали живыми и пасторальными. Она сидела у окна, наблюдала за медленным таянием последнего снега, тянула нос и время от времени тянула котят к себе. Котята выросли и стали озорными, они бегали по веранде, ловили насекомых и делали то, что делает молодая жизнь, наполняла мир движением. Я отвез Санни на годовой осмотр к доктору Муру. Он улыбнулся с той мягкой тоской, что была у людей, видевших чудеса не раз, и сказал: «Это удивительное восстановление». Я ответил, что, возможно, именно она спасла меня. И в этих словах не было театрального пафоса, только искренняя признательность. Мы заехали на тот самый фонарный столб, где стоял я год назад. Теперь там был лишь знак летающей травы и солнышка. Не осталось следов того дня, только воспоминания, которое согревало сильнее любого шарфа. Иногда я представляю, как получилось бы, если бы я тогда не остановился. 4 жизни исчезли бы в снегу, и я бы остался в своем тихом царстве печали, год за годом сгорбленно переживая утра, не ожидая ничего нового. Но я остановился. Один простой жест — повернуть руль в сторону, сделать шаг к фонарю, положить руку на ржавую цепь — стал началом целой цепочки событий, которые привели к исцелению не только кошки и ее котят, но и меня самого. Их маленькие жизни учили меня снова доверять миру. Я научился кормить, лечить, терпеть бессонные ночи и в ответ получил то, что долгое время считал утраченным — тепло, смех, смысл. Иногда самые маленькие существа оказываются самыми большими учителями, и в этом уроке было столько простоты, что он казался святыней. Когда весна пришла и солнце стало выше над холмами, я сидел в кресле с чашкой горячего чая, наблюдая, как котята играют в траве. Их теплые тела напоминают мне теперь о другом тепле. О том, что сердце можно воскресить не только лекарствами, но и добрым поступком. Я положил ладонь на Санни, и ее мурлыканье откликнулось во мне как древний ритм, 2 сердца в унисон. Иногда кажется, что ее исцеление — это и есть настоящее чудо. Но на самом деле чудо — это решение остаться, когда можно было проехать мимо. Маленькое действие, один момент сострадания, и мир вокруг меня изменился. Дом ожил, и я вместе с ним. Эта история не про исключительных героев, она про обычного человека, который однажды не прошел мимо. Про то, как одна остановка на заснеженной дороге дала шанс 4 жизням и вернула мне мое собственное. Если этот рассказ тронул вас, оставьте просто слово «надежда». Оно будет как еще один маленький знак того, что доброта имеет значение и что, несмотря на холод и равнодушие, иногда достаточно руки, которая задержится, чтобы все изменилось.